Едем дальше. Да, вот здесь с коляской я бы не пролез. Кажется, местные жители были категорически недовольны тем, что мы сюда заехали вообще к костелу. Знаков нигде запрещающих не было, но, судя по всему, ездить там не принято. Под Еленем название кафе. Под оленем. Я не знаю, о чем думал тот, кто это название придумывал. Все-таки Михал выбирает правильные дороги для маршрута. Такими дорогами ездить интересно. Хоть и асфальт здесь не ахти. Гляньте, куда мы приехали. Террен приватный, поле гольфово. Вход на собственный риск. Едем на поле для гольфа. Да, действительно, аккуратно подстриженные лужайки, все такое полосатое. А вон, кажется, и гольфисты.
Мы приехали на следующую локацию, оставили мотоциклы, идем, осматриваемся. Это санктуариум Святого Яцека, что бы это ни значило. Судя по всему, какой-то дворец, ну, либо кто-то здесь известный жил, либо костел, да, тоже как вариант. Красиво, симпатично, чистенько. Я бы назвал это дворцово-парковым ансамблем. Ходим, прогуливаемся, и вот кого встретили за электрическим забором, чтобы не разбегались такие барашки. Это очень тонкий троллинг. Михаил включает на телефоне запись этих же баранов. Они ему отвечают. Погуляли мы по санктуариуму Святого Яцека. И оказывается, это не только дворец, не только парк, но и пансионат для обеспеченных пожилых поляков, скажем так. Куда можно приехать отдохнуть, подлечиться. Очень все там дорого-богато. Ближе к обеду стало значительно теплее, в куртке даже уже жарко, а вокруг все благоухает цветущей сиренью, безом. Ух, какие дорожки пошли красивые, с затяжными поворотами, да по лесу. И вот мы приехали еще к одной достопримечательности. Здесь платный паркинг. Поставили мотоциклы на платную стоянку. Шлем я оставил прямо там. Надеюсь, все с ним будет хорошо. Живописный водоем проходим, а впереди, только гляньте, проглядывают шпили замка, самого настоящего замка. Ну и как в любом, наверное, туристическом месте, в любом уголке мира видим сувениры, да. Везде, где есть туристы, на них стараются заработать. Кстати, помимо платной парковки, здесь еще и платный вход в парк. Весьма недешевый. 42 злотых за взрослого человека. Это $10 за вход в парк, за погулять. Уже как-то сразу и замок не такой восхитительный.
Замок себе и замок. Оказывается, раньше, во времена Союза, здесь располагалась психиатрическая лечебница в старом замке. Ну а сейчас снова замок. Есть зимний сад, пальмы там. Сегодня здесь, оказывается, проходит какое-то мероприятие, слет любителей Ситроенов. Разновсяческих марок и моделей. XM, например. Французы. А вон какой зеленый стоит. Помню, когда только въехали из Люксембурга во Францию, видели вот такой Citroën, но стоящий под забором, пыльный, грязный, невостребованный. А здесь, гляньте, только в состоянии как конфетка. Есть во французских автомобилях что-то особенное. Да и сама Франция страна интересная и необычная. Какие там диваны. Citroën DS, 72 год. Ух, красавец. А как вам такой Citroën? Wojtek, dzieci mi wychodziły. Poczekaj jeszcze, ja ci zaraz zrobię. Jeszcze raz. Zaraz pójdziemy po wysłuchu. Poczekamy do... A wiesz, skąd się wzięła ten sierżant taki citroenowski? Во внутреннем дворике дворца видим фонтан, прозрачная водичка и сотни людей. О, активность началась, активность! To będzie pokaz jakiś. Фонтан-то оказывается не просто так, а с музыкальной программой. Ну, красиво. Интересно. Ну и это была финальная достопримечательность на нашем маршруте. Отсюда уже берем курс домой. Стало очень жарко, я подразделся. Не отъехали и 15 километров от предыдущего замка, и только гляньте, слева сквозь деревья проглядывает еще один. Какой-то здесь жил еще богатый магнат. Тоже все восстанавливают, реконструируют. Будет еще одно туристическое место. В городке под названием Крапковице, кажется, наши пути с ребятами разошлись. Я пошел немного другим маршрутом. Опять же отметил избегать платных дорог и автострад.
И вот еще какую особенность подметил в езде без коляски. Можно уже на 80 километрах в час включить шестую передачу. 3000 оборотов, идеально идет мотоцикл. Добавляешь газу, и он ускоряется. А с коляской так не получится. Не хватит мощности, чтобы разгоняться, поэтому шестую я включаю только на сотне где-нибудь на автострадах. Догнал коллегу-мотоциклиста на чем-то раритетном и, судя по всему, двухтактном. Да, но он свернул. Ну и ладно. Город Киндижин-Козле. На въезде увидел заправку «Орлен». Задумался, а не пора ли? По ощущениям, проехал уже довольно много. Но лампочка топлива еще не горит. Поедем дальше, посмотрим, насколько мне этого хватит. Электронное табло над дорогой показывает 22,5 градуса температуру воздуха. Приятно для езды на мотоцикле. Широкая река. Скорее всего, Одра. Как-то пропустил, не заметил название. С той стороны сейчас будет. Да, Одра. Как интересно сделали при приближении к кольцу, дорога делает изгиб, чтобы если ты вдруг заснул, успел проснуться, почувствовав, что колесами наскочил на какую-то неровность. И вот вроде бы старался избегать автострад, но это и не автострада, региональная дорога номер 40. Идет на Писковице. Однако видно, что дорогу сделали совсем недавно. Асфальт новый, покрытие восхитительное. А вот уже и знакомые места. Появились указатели на Бытом. Позади остался город Глевица. Лампа топлива так и не загорелась. Я думаю, мне уже хватит доехать. Заправляться сейчас не буду. Наконец я вернулся. Стоит на месте коляска. Учитывая, что выезжал я в 8:30, а сейчас на часах что-то около 18, могу сказать, что накатался. Хотел бы сегодня успеть сделать еще одно важное дело. Вернуть коляску на ее законное место. Из всех впечатлений сегодня плюсы только в прохождении поворотов с наклоном. Во всем остальном мотоцикл с коляской, на мой взгляд, удобнее. В него больше помещается, он устойчивее, он, не знаю. Вот мне нравится и все тут, поэтому будем цеплять. И надо сделать это сегодня, потому как завтра обещают дождь. Я приготовил все инструменты, снял с коляски чехол, и сейчас необходимо мотоцикл так аккуратно, ювелирно к ней подогнать, чтобы состыковались крепежные отверстия. Самое главное — зацепить нижние болты. С верхними уже проблем не будет.
И не забываем про рулевой демпфер. Какой же он тугой. Вытягивается, но очень тяжело. Наконец все болты, гайки затянуты. Осталось подключить электрику и, да, замотать лампы поворотов в фольгу. И проверяем, что у нас получилось. Правый поворот. Здесь ничего не видно. А здесь работает. Сзади тоже есть. А здесь едва-едва заметно просвечивает где-то. Но ничего, пускай так и остается. Левый для порядка. Работает. Работает. Замечательно. Ну и, конечно, надо из-под коляски подоставать все канистры, чтобы они потом не мешали выезжать. Вот теперь полный порядок. Скажем так, это был любопытный эксперимент, и он полностью подтвердил возможность в любой момент отцепить коляску и кататься одиночкой. Другой вопрос, что не всегда этого хочется. В конце концов, Honda VT 700 87 года без коляски – это просто старая Honda. А вот Honda с коляской – это Honda с коляской. Всегда привлекает внимание и взгляды окружающих. И на этом на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.